Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Да-да-да, немножко задержались, но начинаем наш прямой эфир, традиционный по средам, с Костем Бондаренко. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Всем большое спасибо, что ждете, что уже поставили лайк, что подписались и, конечно, уже комментируйте происходящее. А происходит, ну вот просто что-то неимоверное. Замайданило по стране. Второй день в разных городах Украины выходят протестовать люди. Но против чего? Против Зеленского, укрепляющегося лидера нации, который берет и как бы размазывает антикоррупционные органы. В общем, как бы БУ президент напал на БУ. В общем, интересная штука, и прошла информация очень буквально перед нашим эфиром, такая специфическая. Вчера была чехарда ночью, то появлялся, то исчезал статус, что закон подписан президентом. Люди скандируют по всей стране очень непристойные вещи про Ермака. Но Урсула, созвонившись и выразив обеспокоенность Зеленскому, собственно, сгенерировала интересную новость. В общем, нечто сейчас гуляет, что напишут заново законодательство для этих антикоррупционных органов. В общем, обо всем по порядку. Традиционный формат эфира. Подпишитесь на Костя Бондаренко. Естественно, можно оставить вопрос заблаговременно в сообществе YouTube и клубе зрителей «Шелест», закрытом клубе зрителей в телеграм-канале, и поучаствовать в чате в обсуждении этого всего. Ух, какого интересного действа. Начнем с опроса. Как Зеленский прошел стресс-тест протестов в поддержку НАБУ? Поставьте оценку по пятибалльной системе. 5, 4, 3, 2. Вот такие, собственно, варианты. Как ответите на этот вопрос, Константин Петрович? Знаете, а он еще не прошел. Мы посмотрим это немножко позже. Сегодня я с одним политиком как раз общался, буквально полчаса назад где-то мы созванивались, и он меня спрашивает: ну что, это конец Зеленского теперь? Я говорю: ну нет, ну говорить, что это конец Зеленского не стоит. Знаете, как в украинском анекдоте о том, как там один мужчина в селе травит колорадских жуков. Вот, ходит с этим баллоном, опрыскивает. Вот, а сусід його говорить: кума, що це ви робите? Та жука травлять. І що це, жуки після цього виздихають? Виздихати не виздихають, але того здоров'я, що мали, вже не будуть мати. Так вот, приблизительно то же самое можно сказать про Зеленского и его команду. Как вам видится, а кто стоит за протестами? За протестами там широкая группа, там объединились некоторые, там интересы объединены некоторых групп, которые ориентированы на, как принято сейчас их называть, мировых глобалистов, глобалистские круги, так и интересы того же Порошенко и прочих, и прочих. То есть, понятное дело, что сами акции протеста достаточно потешны. Это не Майдан 4-го, это не Майдан 2014 года, это не долгосрочная акция, эта акция вряд ли к чему-либо приведет. И, соответственно, в данной ситуации попросту это декларация интересов тех, кто привыкли при малейшей проблеме бегать то в посольство Великобритании, то в посольство Соединенных Штатов, то еще в какое-либо посольство. Ну, смотрите, акции, конечно, потешные, но лозунги какие? Не, Как, ну я понимаю. как вам Знаете, кажется, Ермак зол, нет, Зеленский а зачем ему дрогнул? злиться? А зачем ему злиться? Что от этого будет? Семен Маркович, вы знаете, что о вас говорят, когда вас нет дома. Когда меня нет дома, меня могут даже бить. Знаете, это же та же ситуация с Ермаком. Вот. Я думаю, что он на это не обращает внимания. У него, кстати, такой достаточно нарощенный панцирь, как у носорога в этом отношении. Хорошо, но если Европа выражает обеспокоенность, западная А пресса вот это пишет, как раз уже другой говорит, момент. что Насколько мне все известно, чиновники, они не комментируют, очень сухо комментируют, но на самом деле они действительно обеспокоены. Путь в но самое главное, евроинтеграцию прикрывается. евроинтеграция, но насколько мне известно, что европейские структуры некоторые сегодня по неформальным линиям передали некоторым депутатам и некоторым людям в окружении Зеленского, что все, что многие из них могут попасть под санкции Евросоюза.
Заметьте, что Соединенные Штаты в этом отношении практически молчат. Практически молчат. Ну, делайте, что хотите. По моим данным, Келлог, в принципе, дал добро, делайте все, что угодно на внутреннем треке. Мы не мешаем вам делать все, что угодно на внутреннем треке. Обеспечьте успешность внешнего трека. Вот. Так что в этой ситуации как раз Соединенные Штаты умыли руки просто. Интересно, мы сейчас поговорим о внешнем треке, потому что Стамбул идет, да, и там... Смотрите, а что то, что случилось, вот знаете, один закон приняли, потом инициировали другой закон. Значит, в соседней Молдавии, братской Молдавии, есть одно очень интересное правило, одна очень интересная норма закона. Там могут отстранять президента на 24 часа. Парламент может отстранять президента от исполнения обязанностей на 24 часа. И во время президентства Игоря Додона его дважды, если не ошибаюсь, дважды отстраняли. Вот, надо было там назначить министра обороны. Вот, Додон был против, его отстраняют от исполнения обязанностей на 24 часа, парламент назначает министра обороны, через 24 часа президент возвращается к своим полномочиям. Приблизительно то же самое возникло и у нас ситуация, та же ситуация. Вот, то есть у нас НАБУ и САП подчинили президенту на неделю, вот, а через неделю снова сделают их независимыми. Вот. Почему? Вчера вечером, опять же, я с одним человеком, который достаточно близок к Андрею Борисовичу Ермаку, общались как раз, и он сказал, ну, как ты понимаешь, что если бы они обнародовали определенные документы, он не говорил, какие, если бы НАБУ и САП обнародовали, дали бы ход этим документам, посыпался бы фронт, была бы деморализация военных и так далее, зачем рисковать? Лучше пойти на подобного рода шаг, подчинить, вот, обязать их предоставить все эти документы, оригиналы этих документов президенту, либо тем, кому он скажет. После этого снова запустить машину. После этого любые заявления после вот этой дискредитации НАБУ и САП, любая публикация документов и так далее будут объявлены российской игрой, российскими бросами. Интересно, а что ж там за документы такие? Я не знаю. Я не знаю, сразу скажу. Но ходят всякие слухи относительно того, что расследовались разного рода злоупотребления и так далее. Россияне играют в эту игру? Или они в сторонке стоят? А зачем им играть в эту игру, если тут главное не мешать? Ну, я так уже... Не будут дураками, если они вмешаются в эту игру. Мне тут Тут уже главное так... не мешать. Я уже так, знаете, пошутил, потому что тут все говорили Келлог, лучшее ПВО. Нет, протесты это лучшее ПВО, потому что как только протесты, и воздушной тревоги нет, и дроны не летят, и баллистика, и все так смотрят и наблюдают, как молодежь кричит и материт Ермака и всех прочих. Да, вчера была шутка, что Зеленский попросил у Путина прислать 100 гераней, чтобы разогнать митинг. Да? Так что... Смотрите, стресс-тест, эти протесты, я их называю еще и потому, что может же быть эксцесс исполнителя. Ну, ТЦКшники, полиция, да, как-то с кем-то не так Вы себя видели, поведут. на самом деле, я вчера посмотрел видео, там фактически не было людей, которые попадают под призыв. Вот. Там были в основном либо студенты, либо старшеклассники, либо же женщины, так, ну, условно говоря, те категории, которым ТЦК не страшны. Ну, можно же в конце концов прислать пробанковских тетушек. Можно, но Банковая пока еще до этого не додумалась. А второй момент, я думаю, что Банковая будет действовать по-другому. Они будут сейчас присылать штрафы за нарушение комендантского часа. Ну и, собственно, какая-то странная история. Протесты же запрещены, военное положение нынче. Это, да, ну это уже второй момент. У нас запрещено во время военного положения менять правительство. Ну, знаете, это уже не волнует. Очень показательно сегодня Зеленский всех позвал к себе, со всеми сфотографировался, НАБУ, САП, СБУ, и очень такой чудной брифинг вышел генпрокурора Кравченко и Малюка, где Малюк прям
в каких-то эмоциональных, не знаю, конвульсиях бился и рассказывал о том, как много русаков, и что... Да. Вот Не, понимаете, ну в чем просто дело? Малюк так общается. На самом деле это его стиль общения. Он не привык к микрофонам, он не привык к камерам. Это не Буданов сразу, который умеет красиво говорить на камеру. Малюк не умеет. Вот как он разговаривает в жизни, вот так приблизительно он разговаривал сегодня перед камерой. Ну, два таких эпизода он сказал о том, что, в общем, мы их душили, вот это все. Да. Но клеймить НАБУ российскими шпионами, российской структурой, влиянием российским, можно далеко зайти. Он рассказывал участь одного боевого генерала из Нацгвардии, к которому пришли с обысками, и, мол, надо было вообще их не пускать, а взять и 2 магазина с пистолета высадить. Ну, это как бы заявление, простите, не главы СБУ. Да, ну была такая уже история, когда-то пришли арестовывать Семена Михайловича Буденного, вот, и он засел на крыше и начал там стрелять из пулемета «Максим». Вот, пока Сталин не дал команду «оставьте в покое дурака». Вот, так что был такой прецедент, наверное, где-то Василий Васильевич слышал про него. Но ведь мы же становимся заложниками очень интересного нарратива. Герой Украины, он не Да. может воровать. Не, ну, воровать может любой. И герой Украины, и герой Советского Союза, и кто угодно воровать может. Да и в советские времена тоже были случаи, когда люди с высокими званиями, высокими наградами тоже попадали в тюрьму за определенные экономические преступления. Так что на самом деле никто не застрахован. Этими законами и вот этой всей историей Зеленский укрепляет позиции? Нет. Как раз в данной ситуации Зеленский спасал себя и свое окружение. Это было тушение пожара на фронте. Но я скажу сразу, что если эти акции протеста не просто пойдут на спад, если они фактически рассосутся, вот, то это будет дискредитация самого протестного движения, любого протестного движения. Вот, так что, выводя на улицы, вот, просто людей на улице, организовывая подобного рода митинги, можно предположить, что просто подыгрывают таким образом, стратегически подыгрывают Зеленскому, потому что следующие акции не будут иметь какого-то действия. Протестное настроение выйдет в гудок. Ну, такая прививка, маленький укольчик Майданом, который дает иммунитет режиму. Вы Да, я считаете... понимаю, там разного рода там прозападные олигархи и там бывшие президенты, они там сыграют в определенную имитацию бурной деятельности, имитацию протестных настроений, ну а потом это аукнется им же, когда придут за ними, а за ними скоро придут. Буданов вышел и говорит, что, мол, не надо, как расшатывать лодку, враг не дремлет. В общем, протесты протестами, недовольно, а вот война нынче, да, может использовать противник это. А как он может это использовать? Ну как, использовать можно по-разному. И в информационном плане. У нас кто уже сегодня сделал заявление, какая из наших силовых структур сделала заявление уже о том, что, скажем, что Нарышкин и служба внешней разведки России вот, уже использовали там вчерашние акции протеста. Они показали, что вроде бы это акции против войны, против там, не знаю, ДЦК и так далее. Вот, там на транспарантах, на лозунгах просто поменяли надписи там, в каком-то редакторе и так далее. Так что я не помню, кто это сегодня сделал подобного рода заявление, но уже гуляет такое заявление, что вот видите, уже используют против Украины. Нет, а если брать серьезную игру?
Если серьезно, ну, понимаете, любая ситуация, военное положение, любое военное положение, любая война, любое противостояние серьезное в обществе, там, любой катаклизм требует сплоченности. Требует сплоченности определенных сил. Вот, требует поддержки власти, ну так считается. Вот. Поэтому, если идет война, то должны все сплотиться вокруг президента. А если не сплотились, значит, раскачивают лодку, значит, работают на врага, значит, дискредитируют президента, дискредитируют власть. А власть у нас, она же командует и возглавляет командование, политическое командование. И, соответственно, в этой ситуации это работа на врага. Вот такая логика, логическая цепочка. НАБУ, что с ним будет? Я думаю, что останется, будет восстановлено. Но при этом сейчас, вот ближайшую неделю, фактически, поскольку подчинены они сегодня президенту, подчинили на время, сейчас очень серьезно проверят все закрома, почистят все сервера и прочее. После этого скажут, работайте дальше, сделайте выводы и так далее. Если мы вот вернемся к вашей мысли, что вы считаете, что это было с разрешения Келлога, ну, по крайней мере, там, высказали наверняка такую идею, Ермак его кружил, мы помним как, несколько дней, и он дал добро, и, собственно, американцам плевать. Сейчас европейцы больше переживают, что происходит с демократией в Украине, вот этих, скажем так, соросовских, да, структур и так далее. Как раз эти структуры, их судьба нынешнюю администрацию президента Соединенных Штатов не волнует. Так а что взамен? Вы высказали, Смотрите, что дело в том, взамен что-то нужно геополитическое, внешнее? очень Что? серьезная встреча была 2 или 3 недели назад в Куала-Лумпур. Это министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь США Рубио. Вот. Тогда было сказано, объявлено, что российская сторона выступила с некоторыми идеями, вот, которые были восприняты американской стороной, и все. Дальше молчание. Что это за идеи и так далее, никто не расшифровывал. По моим данным, вот, я не буду утверждать, что я там знаю на все 100% и так далее, но понятное дело, что как политолог я общаюсь с широким кругом лиц, как в Украине, так и вне Украины. Ну, по моим данным, было предложено, вот, чтобы 2 сентября была организована именно в Китае встреча, на которой бы присутствовали Зеленский, Путин, Трамп, Си Цзиньпин. Вот. То есть подобного рода встреча обсуждалась. Эта идея понравилась американской стороне. Дело было за малым. Американцам предложили, что пусть вы должны гарантировать, что Зеленский приедет, и не просто приедет там, чтобы погостить, а, соответственно, что это будет результативная встреча. Вот. Более того, есть несколько косвенных моментов. Во-первых, Зеленский заявил, что мы сейчас обсуждаем встречу с Путиным, вот как раз в Стамбуле. Второй момент – это то, что Ермак на прошлой неделе заявил, что Зеленскому пора встретиться с Си Цзиньпином. Вот. Понятное дело, он намекнул, что должна состояться поездка в Китай. В Соединенных Штатах сказали, что возможен приезд Трампа на празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. Песков подтвердил, что возможна встреча Путина с Трампом во время празднования 80-летия. То есть там готовится нечто. Готовится некая большая встреча. Плюс ко всему, обратите внимание, что празднование будет 2 сентября. Трамп дал 50 дней на завершение фактически войны. 50 дней, которые истекают 3 сентября. Фактически. Ну, вот все сходится, как бы вот косвенные какие-то данные показывают, что вроде бы эта информация подтверждается. Келлог приехал с 6-дневным визитом, но пробыл 4 дня в Украине, как раз во время формирования правительства и так далее. Якобы услышал от украинской стороны, ну мы-то, конечно, согласны, но у нас же есть большое количество тех, кто не могут, в принципе, согласиться с такой подобной ситуацией, которые будут выступать категорически против.
На что было сказано, якобы, опять же, не ручаюсь за то, что это правда, вот, якобы было сказано, что вы можете делать внутри страны все, что угодно, любые полномочия, закручивание любых гаек. Никто не является вне каких-либо вне игры и так далее. Вот будут по вашим правилам действовать. Кого надо посадить в тюрьму, сажайте. Кого надо разогнать, распустить, распускайте. Вот. Надо применить какие-либо действия репрессивного характера, пожалуйста, если вы считаете, что вам грозит опасность. Но вот на внешнем треке, вот, то, что касается именно мирного договора, вы должны договориться за это время. Вы должны пойти на договоренность. Понятное дело, эти договоренности будут болезненные, и они будут непопулярными ни для одной, ни для другой стороны. Будут критики как в России, так и в Украине. В Украине будет больше критиков, чем в России. Вот, понятное дело, разные позиции сегодня в России и у Украины. Понятно, что за это время будут стороны пытаться каким-то образом укрепить свои позиции, либо же договориться еще до этой встречи о прекращении огня. То есть все это будет обсуждаться. Вот. Будем сейчас фактически жить в этой парадигме. И именно вот распуск, или же, скажем так, вот эти все действия против НАБУ, они тоже ложатся в эту канву. Поэтому я говорю, обратите внимание, что Соединенные Штаты не особо давят на украинское руководство, Соединенные Штаты не особо каким-то образом протестуют против того, что происходит. Протестуют в первую очередь европейские структуры. Вплоть до того, что начинают передавать, что мы отменим безвиз, который так сейчас не действует. Давайте говорить откровенно. Вот. И введем санкции против Асобарьяна. Так что на следующей неделе, опять же, могут вернуть обратно такую формальную независимость НАБУ и САП, но при этом за это время решив свои проблемы. И я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем свидетелями очень-очень-очень многих действий, потому что почувствовали, что развязаны руки. Да, кстати, еще один момент. Обратите внимание, что Зеленскому уже пригрозили, скажем, послали такой сигнал со стороны Вашингтона через Сеймура Хирша. Вот, понятное дело, что дедушка Хирш уже вряд ли сам писал эту статью, вот, но через него послали определенный сигнал о том, что если Зеленский не будет следовать определенной линии, если он вздумает там вилять хвостом, вот, его попросту поменяют. Вот, то есть это такой себе сигнал, публично сделанный сигнал через якобы слив информации. Москва согласна с этим раскладом? Как вам видится? Москва, по моим, опять же, данным, в Москве сейчас считают, что на самом деле остановка войны, она не будет, не принесет каких-то негативов для самой России. Не только в России, но и в Соединенных Штатах и в Европе считают, что через несколько лет практически будет неизбежным столкновение между Россией и европейской частью НАТО. Вот. И продолжение войны в Украине, фактически, войны на территории Украины, оно только отвлекает от главной задачи, от главного противника. То есть это аналитические материалы, которые и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и, думаю, в Москве тоже существуют. По крайней мере, я знаю о том, что существуют такие данные. А окончание войны, когда кто-то говорит, что вот сейчас, если остановят войну в Украине, это даст возможность напичкать Украину оружием, Украина снова начнет действовать против России. В моделировании ситуации показывает, опять же, это я знаю от своих российских коллег, что моделирование ситуации показывает, что завершение войны в Украине приведет к серьезным вызовам внутри Украины, к серьезным процессам негативным внутри Украины, там уже между ливийским и сомалийским сценарием. Вот. И поэтому Украина вряд ли будет представлять угрозу после завершения. Тут главное, чтобы, что называется, минимизировать внутренние риски для Украины, а не думать о реванше в ближайшее время. О чем Стамбул сегодняшний?
Зеленский же сказал о договоренностях относительно встречи. И самое главное, что там происходит, это личная встреча Умерова и Мединского. Ну, когда я заходил в эфир, вот, она еще не закончилась. Я не знаю, может, уже что-то изменилось. Ну, там, смотрите, там из интересного это, конечно, нечто. Значит, распространили же информацию, что тет-а-тет беседуют Умеров и Мединский. И наш Центр противодействия дезинформации, то есть подчиненные теперь Умерова, он же теперь секретарь нацбезопасности, значит, пишут, это фейк. И все, как фейк? Не встречаются, что ли? Говорит, нет, они не вдвоем, они, с ними еще турок. Ну, министр иностранных дел Турции. Все, то есть это не двухсторонняя встреча. Россияне хотят дать и пустить пыль в глаза, что это встреча двухсторонняя, представляете? Вы знаете, иногда Центр противодействия дезинформации выглядит настолько смешно и нелепо. Вот, знаете, иногда лучше жевать, чем говорить. Если мы предположим, что, ну, условно, сейчас сработает этот вариант, в Украине наступает мир взамен на трон Зеленского, то вот вы А так вы уже... знаете, на самом деле это та ситуация, при которой вот и Зеленский это понимает, и Соединенных Штатов, и так далее, что гарантировать трон вот именно никто не может. Гарантировать. Ну, вы же Почему? знаете, может быть, ну, как Януковичу же тоже никто не гарантировал трон. Мы говорили, да, мы признаем вас легитимным, но есть же народ, знаете, вот я очень хорошо помню эту ситуацию, когда Янукович пытался общаться в 2014, начале 2014 года вот, с представителями американского посольства. И те просто разводили вот так театрально руками, и говорю, не, ну мы ничего же не можем гарантировать, это же не мы, какие, это же вот народ, у вас же народ суверенный на самом деле. Просто тут же понимаете, в чем дело? Так как кто народ? И когда будет, ну, начинаться борьба за власть? Знаете, пока что у нас борьба за власть происходит либо в эмигрантских кругах, вот, как в российских, так и в европейских эмигрантских кругах, вот, либо где-то на дачах в районе Конча-Заспы казино. Вот там, то есть так вот приблизительно. И те, кто ведут эту борьбу, вот, за бокалом коньяка или там за чашечкой кофе и так далее, они считают себя народом. А всех остальных они считают быдлом, извините. Считать себя народом, это, конечно, да. Это, конечно, здорово. Гуманитарный аспект. Слушайте, ну, смотрите, там детей писали в Стамбул. Понятно, продолжатся обмены пленных. Вещь, конечно, жутко хорошая. Но очень какие-то, ну, собственно, несоразмерные цифры и по погибшим, и по, ну, вообще, как бы по вот этим обменам. Как вам кажется, Стамбул как таковой, если все произойдет в Пекине, он вообще долго будет происходить? Ну, долго будут те раунды? Стамбульская площадка, она является технической. Там необходимо согласовывать определенные технические моменты, согласовывать гуманитаристские акции и так далее. А вот именно политические процессы, они рассматриваются, как я уже говорил, в разных плоскостях. Плоскость Москва-Вашингтон, плоскость Вашингтон-Европа, вот, плоскость Европа-Киев, плоскость Вашингтон-Киев и так далее. То есть на разных вот этих вот уровнях происходит согласование вопросов, которые потом в техническом плане, технические моменты, технические детали необходимо обсуждать уже в Стамбуле. Слушайте, Стамбул не решает политические вопросы. ну, понятно, тут приходят там кадры, да, действительно, собственно, Фидан открыл речью, говорит, Да. конструктивно все должно быть, взаимопонимание, то есть все очень, очень красивая мина при такой своеобразной игре. Но что будет с фронтом? Вот главный вопрос. Сегодня, как гром среди ясного неба, выходит там чиновник местной областной, ну, Донецкой военно-гражданской администрации и говорит,
Уезжайте из Краматорска. Обстрелы усилились. Краматорска, бывшей Да. столицы, ну как условной столицы, Да. там с 2014 года Административного Донецкой центра, области. да. Временного административного центра, да. Ну что, ну, это тоже как бы он просто расписывается в том, что сегодня не может власть, украинская власть, нести ответственность за те города, которые считались более-менее безопасными на территории Донецкой области. Как вам кажется, условно, если там подтвердится этот инсайт, ну посмотрим, как все будет, как карта ляжет. Потому что вот очень странная выглядела встреча Ермака, которая перед самими переговорами, которые вот сейчас начались и продолжаются на уровне делегаций. То есть Умеров с Мединским уже поговорили, выступил Фидан, и вот они закрылись и сидят там беседуют. Сколько это будет? Час, там, два, мы не знаем. Будут потом два пресс-подхода, ну там российской стороны и украинской стороны. Но перед этим Ермак отправился с Умеровым к Эрдогану. Они сели, встретились, поговорили. Простите, пожалуйста, но эта встреча не по чину. Эрдоган принял Ермака. Так а кто он? Фигурант обложек Таймс и так далее, не обложек, а статей в Таймс. Так что это, ну, что можно сказать? На самом деле в Турции чудесно понимает, кто есть кто в украинской системе власти. И иногда неформальные лица, не имеющие конституционных полномочий, имеют большее влияние в той или иной стране, и с ними встречаются по той причине, что они имеют действительно влияние и полноту власти. Все чудесно понимают, кто хозяин ситуации в стране, кто главный менеджер государства. Так а о чем он может договариваться? А тут недоговоренности. Тут это не были переговоры. Это была встреча, обмен мнениями и так далее. И в данной ситуации это не официальные переговоры между Ермаком и Эрдоганом. Но они договаривались, как нам сообщил офис президента, чтобы Эрдоган, Трамп, Путин, Зеленский провести этот саммит. Нет, я это понимаю, но в данной ситуации пока что это неформальные переговоры. Это был обмен мнениями, обмен предложениями. Вот. Вполне возможно, что хотят пригласить Эрдогана еще к вот этой встрече. Тем более, что мы до сих пор не знаем еще список гостей, кто будут приглашены, кто будут непосредственно в Китае в конце августа, в начале сентября. Эрдоган там, кажется, точно будет. То есть нас ожидает по военным действиям затишье или, наоборот, обострение до... Это уже зависит, я не знаю, что нас ожидает, потому что все будет зависеть в первую очередь от намерений сторон, насколько стороны захотят укрепить свои переговорные позиции. Вот. Я не удивлюсь, если вдруг Зеленский даст команду идти в какое-то контрнаступление сейчас, мясную атаку. Я не удивлюсь этому. Точно так же, как не удивлюсь, что вдруг на каком-то этапе, вдруг, если не во время этих переговоров, то там через неделю, вдруг стороны скажут, мы договорились о прекращении огня, например, с 1 августа, вот, с 0 часов. Я тоже не удивлюсь. Странно просто получается. Вроде как переговоры, и Зеленский говорит, что мы за прекращение огня, и едем, получается, в Стамбул добиваться прекращения огня, а Сырский просит у Трампа ракеты. И вообще, говорит, 100 раз отжимаюсь и готов наступать. Это задача Сырского. Сырский выполняет свою задачу. До тех пор, пока не дана команда верховным главнокомандующим, не дана команда остановить боевые действия, до тех пор главнокомандующий Вооруженных сил Украины выполняет свои задачи. Просит ракеты, просит вооружение, укрепляет, проводит мобилизацию и так далее. Так а зачем его выпустили с этим материалом? Сырского? Да. Ну, время от времени выпускают, показывают, что на самом деле у нас есть разные позиции. Вот, и для того, чтобы показать, чтобы каким-то образом стимулировать население, показать, что война дальше продолжается, не расслабляться. Ну, плюс ко всему, Сырский же сейчас должен был напомнить
людям, которые сейчас вдруг начали обращать внимание на протестные действия, он должен был напомнить, что в стране все-таки идет война. Мгм. Ну, по поводу протестных действий, сейчас в эти минуты приходят кадры из Киева. Во-первых, по всей стране география очень обширная. Львов присоединился к протестам, Запорожье, Одесса, Днепр, Ужгород. Ну, там где-то немножко людей, где-то чуть побольше, но в Киеве прям аншлаг. И сейчас так прикидывают на скидку, что больше, чем вчера. Ну, вчера, конечно, было тоже достаточно, там ходят слухи, там говорят 1000, ну на самом деле там 2-3, а может там под 4. Сегодня, собственно, еще больше людей. Вот эти люди, да, это же классная картинка, чтобы сбить Зеленского непосредственно для доноров и для тех, кто его оплачивает. Ну, оплачивает его власть. У нас остались пока доноры. Сейчас у нас затишье с донорами. BlackRock ушел, сказал, что мы не будем вам искать инвесторов. Европейцы пообещали, но не дают нам ни деньги, ни вооружение. Трамп сказал сначала, что даст систему ПВО, а теперь пришло сообщение, что первые системы ПВО придут не раньше, чем весной следующего года. Так что, извините, о каких еще донорах и о каких еще можно говорить сейчас там, потенциальных инвесторах? Сейчас затишье идет. Поэтому эти акции, они вряд ли каким-то образом серьезно ударят по Зеленскому. Но погодите, если нет денег, да, война фактически проиграна, сейчас пытаются доиграть, то зачем тогда, схватившись, держаться так, впиваться в это кресло? Я уже говорил, Зеленскому необходимо сейчас купировать опасность, которая исходила от НАБУ и САП. А дальше, когда они решат этот вопрос, он снова вернет как бы независимость этим структурам. Нет, я имею в виду не сколько там НАБУ и САП, а сколько, ну, вот эту вот формулу, да, мир в обмен на пожизненное президентство Зеленского. Не будет никакого пожизненного президентства. И подобного рода вот акции как раз именно изнутри расшатывают именно вот этот трон под Зеленским. Зеленский уже наделал немало глупостей в последнее время. Глупостей с точки зрения политтехнологических глупостей. Он не знал, каким образом отреагировать, например, на выступление, на вопрос Алексея Гончаренко. Алексей Гончаренко одним вопросом спровоцировал Зеленского на ответ, который стоил ему минимум 1,5 миллиона голосов. 1,5 миллиона, а то и 2 миллиона голосов. Когда Гончаренко задал наивный вопрос, а когда будет ротация, демобилизация и так далее, и так далее. А Зеленский, он не является человеком, который силен в экспромтах. Выученный текст он умеет красиво озвучивать близко к тексту, скажем. А вот именно в, скажем, конкурсе капитанов он никогда не был силен. И он не знал, как ответить. Вместо этого он сказал, что вот, пока война не закончится, воюйте, никаких вам демобилизаций, никаких вам никаких ротаций. Ну и, соответственно, это ему будет достаточно серьезно стоить. Теперь ему достаточно серьезно будут стоить вот эти качели вокруг НАБУ и САП, спасая шкуру там, Ермака и прочих, кто зарабатывали на разного рода, скажем, сомнительных тендерах и на сомнительных процедурах, он подрывает себе свой рейтинг. Да, это не приведет к падению Зеленского сейчас, но, как я уже говорил, того здоровья, которое имели эти жуки, колорадские жуки, уже иметь не будут. Очень интересно на фоне вот этих всех, скажем так, перипетий, Зеленский подписывает указ сегодня. Он создает для Федорова, значит, департамент эффективности правительства. Доги, как у Илона Маска было. Причем срочно сократить расходы и оценить эффективность. В США Доги, как бы понятно, да, там проделал эту работу. А зачем Доги в Украине? Ну, знаете, если у Соединенных Штатов что-то делать, надо нам скопировать. Авось и у нас тоже получится. Знаете, это полная калька, косплей и так далее того, что происходит в Соединенных Штатах. Просто попытки
каким-то образом перенимать опыт, моду и так далее. Ну, кому-то, наверное, понравится. Вот. Но вы же понимаете, что создание любого органа, создание любой структуры, которая заявляет о том, что она призвана либо что-то улучшать, либо с чем-то бороться, либо что-то защищать и так далее, это дополнительные деньги из бюджета. Осваивание дополнительных денег из бюджета. Вот кто-нибудь посчитал, вот сколько денег было освоено вот с момента создания Министерства единства, национального единства до момента его закрытия? И какова эффективность была этого министерства? Сколько денег попали в карманы, на счета и прочее там определенных чиновников? Вот. Чернышов ушел, да, сейчас, вот как бы ушел в тень, возможно, выйдет из Украины, я не знаю. Вот. А сколько отмыли за это время денег? Поэтому я не удивлюсь, если это будет еще одна дополнительная отмывочная машина. Константин Петрович, о людях давайте поговорим. В Ровно мужики побили ТЦКшников, те Это сели уже не первый раз. и Уже умотали. не первый раз. Это то там, то там, то там. ТЦКшников бьют и будут бить. И это самое, дай бог, чтобы не убивали. Ну, Ну, пока просто тут наоборот, очередные смерти от рук полиции и именно, ТЦКшников. именно. Просто никому не хочется желать смерти, поэтому дай бог, вот, чтобы отделались именно, там, условно говоря, ушибленными Я к переломами. чему? Я к тому, что все равно вот это уже, скажем так, переходит определенную грань. Сами же полицейские и там те же пограничники, вот очередной сбежал в Венгрию, бросил там калашников, бросил бронежилет, там свой пистолет, и так топ-топ-топ тропами, и как бы он знает, там же служит, и в общем-то уже там. Мы видим определенные такие очаги, мы их давно, кстати, видим, но вот у которых не получается организовать протест. А вот против там, закрытия НАБУ, ой, как гляньте, как народ повалил. У меня вот есть такой опыт, я думаю, что вам он тоже знаком. Помните, в каком-то году, в начале там, нулевых, ну там что-то было очередное, там, про мову, да, захищати мову. Выходили там на Европейской площади, собственно, там, против законодательства. Так вот, туда приходили на эти протесты люди с другими проблемами. Может ли, есть ли вариант для того, чтобы недовольство вот это низовое, как вот такая синергия произошла с вот этими там, ну, условно, школьными протестами или там студенческими протестами, которые мы видим сейчас? Как показывает опыт французской революции и опыт февральской революции 1917 года, пока не самоорганизуются недовольные женщины, вот, и не возьмут инициативу в свои руки, ничего не сдвинется с мертвой точки. Пока что они не присоединяются. Жены тех, кого мобилизовали, жены тех, кто остались без кормильца, жены, там вдовы фактически, вот, жены пропавших без вести, матери пропавших без вести, если они не самоорганизуются, не выйдут уже не на театрализованный вот этот вот акцию, не театрализированную акцию протеста, а на настоящую акцию протеста, до тех пор ничего не будет, ничего не изменится. Значит, Почему я говорю про женщин? Потому что, конечно же, мужчины, которые сегодня прячутся от ТЦК, вот, они точно не выйдут на эти акции. ну все, значит, переговоры завершились, об этом сообщают российские СМИ, украинские перепечатывают российские. Значит, с высокой долей вероятности это все. Ну, то есть завтра не будет ничего. Скорее всего, встретились, поговорили, и все. Пресс-конференция планируется по итогам и украинской, и российской стороны отдельно. В общем, пока вот ждем вот прямо сейчас этих подробностей, но все вроде бы закончилось. Достаточно недолго, слушайте. Ну, там меньше часа, получается, на делегации. Дольше Умеров с Мединским встречались. Ну, услышим официальную позицию, прочитаем между строк в коммюнике, о чем они говорили. Через пару дней узнаем какие-то либо инсайды, либо по поведению сторон, по дальнейшим заявлениям сторон узнаем, о чем более-менее так точно они говорили. Нет, правда очень быстро, слушайте, буквально совершенно быстро. Это вызывает определенное даже какое-то удивление. Как вам кажется, вот
внезапный мир, вот он возможен сейчас, да? Вот вы два варианта приводили. Или какая-то эскалация, когда фронт будут испытывать на прочность, где-нибудь да прорвет, а, Да. или все-таки вот так вот раз и все. И вот все-таки есть надежда на то, что условно там россияне перестанут стрелять. Ну вот сами, например, да, имеется Я в виду всегда на по протяжении тылам. всей войны говорил, вот это не противостояние между Россией и Украиной. Да, гибли украинские граждане, граждане Украины, но это противостояние России с Западом. Потому что западное оружие, западные финансы, западные команды, западные советники, вот это Запад стоял за этой войной. И Россия всячески делала акцент на том, что ну, вот мы воюем не с Украиной как таковой, мы воюем с Западом противостояние. Они чудесно понимают, что можно увязнуть в Украине и действительно потерять значительно больше, ну, скажем, потерять возможности, которые могли бы быть сохранены для более далеко идущих целей. Так что в этой ситуации я думаю, что мир может быть, который может казаться многим, что вот почему не дошли до Львова, до Ужгорода, почему не дошли там, до польской или венгерской границы. Вот, да. Если бы стояла такая задача при нынешних темпах продвижения российской армии, эта война превратилась бы в 30-летнюю войну. Запад бы подбрасывал новые и новые ресурсы, вот, и так далее. Значит, мы сейчас вернемся, может быть, к Стамбулу, если там нас осчастливят или Умеров, или Мединский. Ну, в процессе, во время нашего эфира вернемся обязательно. Еще одну тему я хотел бы с вами обсудить, и ее как-то все равно пристегнуть к нашим этим вопросам. Недавно выходит Трамп и публикует у себя в соцсети, как арестовывают Обаму. Да. Ну, это искусственный интеллект, понятно, там сидят они, и вот там его арестовывают. Выходит директор национальной разведки США Тулси Габбард, это вот сейчас, и заявляет, что Обама руководил многолетним переворотом и предательским заговором против американского народа и Трампа лично. Тулси Габбард опять вернулась на авансцену. Сначала она говорит, что по поводу российского вмешательства, так нет его. Сейчас вот тучи вокруг Обамы кружат. Как бы над Обамой тучи ходят хмуро. Действительно ли его привлекут к ответственности? Вы понимаете, что это, так что это какой-то БЛМ получается. Ну, нет, я понимаю, что на самом деле сейчас очень многие кланы, которые в основе находятся в основе демократической партии Соединенных Штатов, чувствуют себя крайне неуютно и действительно тревожно. Обама – это один из тех кланов, на которых замыкается одна из фактически влиятельнейших групп внутри демократической партии. Вторая – это Клинтоны, Байдены и так далее. То есть и каждая из этих групп, я думаю, сейчас поодиночке будет выщелкиваться из политического процесса. Вот. Будут ли сажать Обаму, арестовывать, отдавать под суд, я не берусь сказать. Но то, что в обществе будет посеяно зерно недоверия к столпам, на которых зиждется демократическая партия, это однозначно. Понимаете, в чем дело? Ведь ну, мы с вами в прошлый раз, по-моему, говорили, да, о том, что, ну вот условно, там, бомбежки Югославии, дело Клинтон, да, ну, этот скандал. Ну, вы так немножко как бы сиронизировали, что, но по большому счету дело Эпштейна арестом Обамы перебивается и легко. Конечно, очень легко. Тем более, я думаю, что и Обаму можно к Эпштейну тоже привязать. И тоже показать, что, посмотрите, кто там чаще был. Это я-то друг Эпштейна. Вот посмотрите-ка на Обаму. Всегда можно это переключить. Вот, это да. Вот, что касается Трампа, я не знаю, силен ли он в шахматах, но я думаю, что он знает одно из основных шахматных правил. Коснулся фигуры — ходи. Значит, дополнительно об этом, что Трамп хочет, да, это заявила Тулси Габбард, чтобы причастных к созданию опровергнутой теории о российском следе
привлекли к ответственности. Ну, то есть это Трамп отбивается, как говорится, от старых добрых врагов. И те, которые шьют ему российский след там в победе на выборах. В общем, опять получается Россия белая, пушистая и на коне. В том-то и дело, но так Трамп же еще во время встречи с Путиным в 2018 году, он же, они же оба сказали, да мы же не причастны. Поэтому я думаю, что Трамп действительно хочет поставить точку в этом процессе. Он хочет показать, что пытались сфальсифицировать дело против него. И он хочет показать, что были попытки, очевидно, я думаю, что может быть даже выведено на то, что были совершенно другие вмешательства в избирательный процесс. Вот, абсолютно другие государства вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах, а не Россия. Да, приходят, пока еще не вышли, скажем так, представители переговорной группы, но все подметили, что РНБО как-то заработало, сразу ролик выложили, о том, что кадры с Умеров же там, и вот сразу под плашечкой РНБО пишет Умеров, у себя выкладывает среди главных тем прекращения огня, освобождения пленных и встреча лидеров ради справедливого мира. Опять эта формулировка «справедливый мир», как-то оскомину набила, не находите? Ну, конечно. Но дело в том, что такое справедливый мир, не знает никто. Что, можно представить себе, что вот выходят Умеров и Мединский и говорят, мы договорились, что Россия уходит с занятых территорий. И Крым даже возвращает. Мне кажется, что это даже за гранью научной фантастики, это что-то мне кажется, из какой-то медицинских учебников. Ну, смотрите, есть все-таки надежда, что о чем-то договариваются. Ну, не знаю, не хочу выводить сейчас на экран, просто так вот, да, вот покажу. Вот фотография украинской делегации. Да. Один человек в пикселе. Один. Все остальные в синеньких дипломатических костюмах. Это прям вот очень-очень показательно. Как сказал бы Алексей Вячеславович Данилов, он сказал бы, мы же намекаем. Синими костюмами, да. Мы же намекаем на то, что близится мир. Да. Он же говорил, что мы намекали, что близится война, потому что все начали носить пиксели. Да, да, значит, полетели новости непосредственно. Там есть источники российской ТАСС, что договорились об обменах, внимание, не только военных, но и гражданских лиц. Константин Петрович, что это означает? Неужели Медведчука вернут в Украину? Я шучу, конечно. Я шучу. Нет, на самом деле я не знаю, какие категории считаются там как раз гражданскими лицами, потому что вот, кого будут обменивать на кого. Вот. Но вполне возможно, что речь идет о людях, которые сегодня находятся в заключении, тех, которые находятся сегодня в тюрьме, и, соответственно, их могут провести определенные обмены. Да, друзья, значит, ну, понятно, да, то есть, если застанет, и мы, ну, как бы застанем заявление глав делегаций по пресс-подходам, что это будет, брифинг или действительно пресс-конференция, это тоже, кстати, очень интересно, там вышли, что-то сказали и ушли, а так вроде как пресс-конференция планируется, в общем, если застанем, будет хорошо, давайте подведем итоги нашего голосования и начнем ответы на вопросы, я думаю, что мы ничего не пропустим, собственно, по поводу этого итога Стамбула. Вот тебе все равно как-то неожиданность какая-то хочется, вот прям ее вот она чувствуется, она вот осязаема какая-то неожиданность, потому что, ну, как ни крути. Да и люди у нас тоже, видите, как мнения немножко разделились, хотя лидер очевиден. Как Зеленский прошел стресс-тест протестов в поддержку НАБУ. Поставьте оценку по пятибалльной шкале. 9% дают четверочку, 20% на троечку, 31% 5%, ну и двойка у 40%. Спасибо большое, что проголосовали, очень интересно. Вот как можно так прокомментировать? 5 и 2. Ну, видите, как разделились мнения. Вот, кто-то видит, что Зеленский как бы снова
Вот как бы удача ему сопутствует, а кто-то считает, что вот Зеленский в любой ситуации заслуживает не больше двойки. Мгм. Значит, ну опять, россияне сообщают о том, что переговоры шли на русском языке. Сейчас, наверное, будут это, ну как Ну, это, не на крымско-татарском же. ну, наверное, да. Видимо, как-то сейчас начнут опровергать. Но по поводу гражданских лиц, это правда очень интересно. Это прям очень интересно. Вот это вот, кто туда попадет. Конечно, очень хотелось бы, чтобы попали вот эти девочки 19-летние, как в Запорожье, с Да. крестной Я думаю, что разговаривала. именно они как раз и подразумеваются. Есть большое количество политзаключенных сегодня, именно политзаключенных, и, соответственно, именно их, я думаю, и подразумевают, когда говорят об обмене гражданскими лицами. Значит, перейдем к вашим вопросам, дорогие друзья, и как бы одним глазом будем следить за тем, что происходит, естественно. Начнем с клуба, с непосредственно наших с вами зрителей. Значит, поехали. Вот такие вопросы. Ну, как бы режим Блиц, я думаю, что мы ничего, да, вот шибко важного сейчас не пропустим, но посмотрим, прям посмотрим. Значит, Наталья спрашивает, у вас два вопроса. Возможен ли как итог начинающегося Майдана госпереворот? И если произойдет госпереворот, то могут ли в отместку на Днепрогэсе сделать катастрофу, аналогичную Каховской ГЭС? Ну, я не знаю, как с точки зрения, технической точки зрения, что могут сделать с Днепрогэсом. Вот, честно не знаю, потому что это вопрос именно к людям, которые разбираются в взрывотехнике, в прочности тех или иных конструкций и так далее. Это первый момент. А что касается государственного переворота, он возможен всегда, и не всегда, скажем так, это взаимосвязанные вещи, акции протеста и госпереворот. Так что госпереворот возможен в самое необычное время, вот, поэтому он возможен всегда. Вот. Если кто-то говорит, что там большая охрана и так далее, я постоянно вспоминаю слова одного моего очень близкого знакомого, который любит повторять слова, что охрана от конвоя отличается только поставленными задачами. Значит, Лина до революции Крым, Донбасс, Галичину и Киев связывала Конституция. После не все согласились с правом революционеров доминировать, не все поняли ради чего. Кто стал счастливее после революции? Может быть, только крымчане? Революция никогда не приводит к счастью. Ни одна революция не сделала человечество счастливым. Именно поэтому я не думаю, что кто-то сегодня является счастливым. Можно только говорить об относительном спокойствии, удовольствии и так далее, удовлетворении, точнее, людей, каких-то потребностей человеческих. Но сказать, что кто-то стал счастливым, вот, кто-то сегодня чувствует себя счастливым именно благодаря революции, это преувеличение. Значит, Константин, вам вопрос от синей бороды. Хватит ли украинцев и времени, чтобы как Китай объединиться для создания Украины для людей? И что может этому поспособствовать? Всем добра. Китай, прежде чем создать Китай для людей, скажем так, государство для людей, прошел через серьезнейшее потрясение и испытание. Прошел через Синхайскую революцию, гражданскую войну 20-х годов, оккупацию японскую, Вторую мировую войну, революцию Мао Цзэдуна и противостояние с режимом Гоминдана, потом, соответственно, раскол, потом, соответственно, культурную революцию, чистки, репрессии и так далее, и так далее, и так далее. И только потом, через 8 десятилетий, вот, начинается строительство именно государства для людей. Вот. Извините, пожалуйста, я понимаю, что Украина тоже проходит через потрясения, но не дай бог пройти через те потрясения, которые прошел Китай. Значит, следующий вопрос. Добрый вечер, Константин Петрович. Вопрос как к историку.
Читаю книгу «Операция Снег». Там пишется, что СССР специально спровоцировал Японию напасть на Пёрл-Харбор, чтобы обезопасить дальний тыл. Хотел узнать, правда это или нет. Заранее спасибо. Эта тема не нова, ее еще в Советском Союзе пытались продвигать. Потом, соответственно, если вы смотрели сериал «Начальник разведки», там прямо идет одна из сюжетных линий, что советская разведка специально спровоцировала японцев на нападение на Пёрл-Харбор. Вот. Но доказательств, прямых доказательств, рассекреченных документов по этому поводу на сегодняшний день не существует. Существуют только догадки и существуют только гипотезы. Виталий, добрый вечер. То, что сейчас делает СНАБУ Зеленский, может дать повод к отмене безвиза с ЕС, если войну А заморозят, вот я как раз украинцы сегодня говорил об этом. не смогут массово уехать. Разве не этого хочет на самом деле Европа, одновременно стараясь казаться чистенькой? Заранее спасибо за ответ. А я сегодня как раз именно об этом намекал уже, что и такие сигналы уже пошли со стороны Европы. Но дело в том, что сейчас безвиз фактически не действует. Вот. Реально. Люди, которые прибывают да, они пользуются безвизовым режимом сейчас, но реально их статус на территории Европы – это не статус человека, приехавшего по безвизовому режиму, это статус беженца. Вот, на них распространяется. Но посылают такие вот сигналы, что мы можем отменить. Да, это процедура, это длительная процедура, она должна быть принята всеми государствами-членами Европейского Союза. Вот, понятное дело, это не дело одного-двух дней, это процедура, которая может продлиться там, от полугода. Вот, но на сегодняшний день это больше выглядит как страшилка. Европа будет вводить ограничительные санкции, будет вводить ограничительные мероприятия после завершения войны, потому что чудесно понимает, что значительная часть украинцев вот, захочет выехать еще и после войны. Тем более, если у нас начнутся какие-то, не дай бог, если начнутся какие-то катаклизмы, типа тех, которые переживали Ирак, Ливия, там, Сирия сейчас переживает, или же там, Сомали. Поэтому в этой ситуации будут какие-то ограничительные действия. Но сейчас отмена безвиза – это скорее страшилка для Зеленского и его окружения. Значит, Константин Петрович в эфире с Латыниной Арестович констатировал факт ползучей украинизации России. В частности, законы про VPN, сроки писателям. Вопрос как к историку. Какие были наказания, если были законодателем в разные времена за откровенно тупые законы? Да никаких. Вот. Демократия, демократические, да не только демократические режимы, они, в принципе, базируются на том, что ответственность любого законодателя достаточно условна. Ответственность законодателя условно считается, что законодатель может понести только одно наказание. Вот, то есть депутат, политик, который там принимает законы, вот, что за него не проголосуют в ходе следующих выборов, что это его единственное наказание. Наказывать за коллективное решение нельзя, потому что это коллективное решение органа. А тупость того или иного политика остается на совести его. Если не приняли закон, одни посмеялись над его законопроектом. Если приняли, это уже ответственность не только его, это ответственность всех его коллег, кто голосовали за это. Так что никакого наказания не будет. Так, ну что, тут приходят новости, что НАБУ и САП поддержала идею о новом законе, Зеленский молодец, мы с ним. И председатель Евросовета Антонио Кошта выразил Зеленскому обеспокоенность и потребовал разъяснений после решения ограничить НАБУ. В общем, это Политико пишет со ссылкой на анонимного представительства. Короче, в общем, там бурление. Я думаю, что Зеленский должен отправить Сибигу, тот на хорошем английском языке объяснит Кошту. Don't push the horses. Да. Don't push the horses. Да. Значит, Иван пишет, украинская делегация требует перемирия без всяких условий, а требование переговоров обязательно с Путиным, это не есть условие? В данной ситуации я еще раз скажу, что по моим данным это та тема, которая обсуждается уже, в принципе, в том числе с участием и российской стороны. Российская сторона тоже не против подобного рода встреч. Угу.
Тем более это не будет встреча, если следовать логике Центра противодействия дезинформации, это не будет встреча один на один. Это да, логика у них потрясающая, конечно. Значит, Светлана, как вы считаете, будет развиваться ситуация в Грузии? Справится ли она с давлением Европы в свете опасностей отмены безвиза? И еще вопрос. Как вы думаете, почему Артем Дмитрук выбрал для укрытия Великобританию, мне кажется, неподходящая страна для борьбы с властью в Украине, если учесть, что она Я, и работает под влиянием Великобритании? Спасибо. я честно не знаю, почему Артем Дмитрук выбрал Великобританию. Каждый выбирает для себя ту страну, которая ему там, комфортнее. Я не знаю. Вот. Это вопрос, я думаю, надо задать Артему Дмитруку. Вот. Что касается Грузии, я думаю, Грузия уже справилась с давлением. Вот в данной ситуации Грузия является государством, на которое оказывает очень большое влияние Китай, не Россия, как пытается грузинская оппозиция доказать, именно Китай. Именно китайская тема была определяющим в данной ситуации, во всех этих протестах. Строится просто очередной транспортный коридор. Строится глубоководный порт в Батуми и прочее, и многие западные силы, я не говорю уже только государство, потому что там и транснациональная корпорация, они пытались помешать этому именно строительству этого транспортного коридора. Россию использовали исключительно как фактор запугивания, что вот идет Россия и так далее, а там именно противостояние китайским интересам. Грузия выстояла, к ее чести. Угу. Значит, вышел Умеров в прессе сейчас. В общем, будет чего-то говорить. Может, мы, скажем так, даже, ну, там, украинскую сторону прокомментируем сразу заявление, потому что с пылу с жару. То только как бы открыли двери в этом дворце, журналисты повалили, и тут Умеров раз сразу, первое, что подстреляться. Интересно, что он поведает. Продолжим пока сессию вопросов и ответов. Кость Петрович, зачем в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Саар? Ну, я знаю только официальную версию. Знаю официальную версию, но что за этим будет дальше, вот я не берусь сказать. Вот, но у Израиля и у Украины есть очень много точек соприкосновения вот, в политическом плане. Думаю, что именно эти точки и обсуждались, которые касаются и, в принципе, систем вооружений, которые может сейчас, как бы, на которые претендуют и Израиль, и Украина. Вот. Это касается и их совместной позиции по Ближнему Востоку, это касается целого ряда моментов, связанных в том числе в взаимоотношениях с теми или иными странами, а также с позицией Украины по поводу определенных вопросов, которые касаются израильской политики. Константин, ну, Константин задает вопрос и обращается к вам. Константин, у меня к вам очень простой вопрос. Согласны ли вы с Зеленским, что он действительно не лох? Или у вас есть особое мнение относительно этого утверждения? Вы знаете, каждый человек имеет право считать себя не лохом, даже откровенной ложь. Алексей Иванов, почему идет такая культивация ненависти к великому маршалу Жукову? Разве сегодняшняя власть не ведет войну, также не считаясь с потерями, используя мясные штурмы? Я говорил, что Залужный и Сырский полностью реабилитировали Жукова. Действия Залужного и Сырского в ходе этой войны полностью реабилитировали действия командования Красной Армии в ходе войны. А то, что из Жукова пытались сделать именно такого вот именно мясника и так далее, это не подтверждается, в принципе, многими историческими исследованиями. Давайте говорить откровенно. Количество именно военных потерь, боевых потерь вот, в вермахта и Красной Армии приблизительно вот, именно скажем, ну, не сильно, не слишком отличается. Не слишком сильно отличается. Ника, вопрос к Константину Петровичу. Когда-то Мирабо сказал про Робеспьера, он страшный человек, он действительно верит в то, что он говорит. Как вы думаете, Зеленский играет или он правда решил, что он мессия? Он прагматик или фанатик на крови?
на каком-то этапе, и я думаю, что этот этап начался где-то с осени 22 года, он действительно стал фанатиком. Он действительно верит в то, что он говорит. Он, наверное, единственный, кто верит в то, что говорит Зеленский. Вы Как вы... знаете, что известное, известное выражение, там, которое приписывается Карлейлю, о том, что революции там совершаются фанатиками, а их плодами пользуются негодяи, да? Вот, задумываются гениями, совершаются фанатиками, а их плодами пользуются гении. Так вот, что касается Зеленского, он фанатик, и его окружение в основном состоит из подлецов. Но это Мирослав, страшно. На самом деле, фанатик во главе страны – это очень страшно. Мирослав, как вы думаете, вернется ли Рада из отпуска и ТЦК расформируют или накажут? Нет, даже если ТЦК даже не расформирует, его могут разве что переименовать каким-то образом, переучредить. Вот. Наказывать никого не будут. Наказывать, может, там единицы, и то так, скажем, но фактически, вот, без каких-то последствий серьезных. В тюрьму вряд ли кто-то сядет. А Рада вернется. Почему? Рада, она же абсолютно послушна, она же абсолютно готова облагородить любое решение офиса президента. Угу. Значит, Константин Петрович, доброе время суток или не очень доброе, правительство Китая публично заявило, что не даст России проиграть в украинском конфликте. На фоне такого заявления мог ли Китай в закрытом разговоре в обмен на помощь потребовать от Москвы ослабить влияние на Сибирь? А если даже и не Сибирь, то что Китай гипотетически может получить от России в обмен на помощь? Ну, не слушайте вы эти страшилки, что Китай якобы страшно влияет на Сибирь, а Россия не дает возможности влиять на Сибирь и так далее. Китаю более чем кому-либо выгодна именно единая, именно сильная Россия. Потому что Китай чудесно понимает, что если не будет сильной России, то будет 10-15 проамериканских государств, которые будут враждебны по отношению к Китаю. Там не будет прокитайских государств, вот, не дадут возможности. Поэтому Китай всячески поддерживает Россию вот в этом отношении для того, чтобы не дать возможности прийти к власти, раздробить Россию и прийти к власти там именно американской марионеткой. Вот. Да, есть такая вот именно легенда, что сейчас Китай хочет забрать Сибирь, хочет забрать Дальний Восток полностью, что ползучая китаизация происходит. Да, там есть китайцы, но они не они играют там роль. Извините, пожалуйста, не какой-нибудь там это самый китайский министр там влияет сегодня на ситуацию на Дальнем Востоке, а конкретный человек Юрий Трутнев, там, условно говоря, конкретные люди, которые отвечают за там сибирские, дальневосточные и прочие округа, так что они являются реальными хозяевами ситуации, а не китайцы. Угу. Значит, Умеров отстрелялся, сейчас выходит Мединский с российской делегацией, это в том же происходит. Ну, пока, кстати, никаких нет сообщений, заявлений, вот именно вот пока что. Значит, ну, Умеров единственное, что предложил российской стороне провести встречу, встречу лидеров России и Украины до конца августа. Вот. Что Ну, видите, так что сходится вроде. сходится, да, до конца августа они должны как бы встретиться, ну, такое предложение Да. поступило, это вот единственное, что сейчас вот такое из обновленного, но это Умеров предлагает, сейчас Мединский будет вещать, ну, в общем, интересно, интересно. Значит, из чата трансляции вопрос, прошу анонимно. Я из Чернигова. В моем городе сегодня был митинг против закона, который вчера приняли. Говорят, что люди выходят на площадь за деньги. Зачем и кто покупает? Что вы думаете, Кость? Я уже говорил, что там есть интересы некоторых прозападных олигархов, под которыми сегодня начинает чуть-чуть гореть земля, вот, из-за их контактов с Демократической партией США, прошлых контактов, а также из-за разногласий с Ермаком и Зеленским, а также некоторые интересы просматриваются того же Петра Алексеевича Порошенко. Угу.
Значит, ну опять Центр противодействия дезинформации. Я же говорил, что будут опровергать. Опровергают, что переговоры шли на русском языке. Представляете? Нет, Не- я абсолютно могу согласиться. Я уверен, что господин Мединский выучил крымско-татарский язык и говорил с умером исключительно крымско-татарским. Не, ну он же умный, из профессорской среды может быстро осваивать языки, конечно. Что тут еще можно сказать, что тут можно еще добавить? Значит, почему Украина согласилась размещать инфраструктуру НАТО, осуществлять подготовку солдат по стандартам НАТО, получать оружие Запада до официального вхождения в НАТО? Нарушение Конституции, спрашивает Сергей. Так в данной ситуации это не нарушение Конституции. Вот. В НАТО Украина никогда не вступит. Вот. Под вопросом Евросоюз, вступит ли когда-то, ну, говорят, что раньше 2034 точно не вступит, но там вопрос, сохранится ли Евросоюз к тому времени, ну, это уже такие вопросы. Да, переходят на стандарты НАТО и так далее, но это не значит, что Украина вступила уже в НАТО. Конституция запрещает исключительно только размещение баз, военных баз на территории Украины. Вопрос. Если конфликт с Украиной закончится, как вы оцениваете вероятность вторжения России, российских войск или армянских прокси при поддержке России в Азербайджан? Есть? Нет, потому что это сразу же спровоцирует войну не только с Азербайджаном, но и с Турцией, потому что существуют очень тесные отношения между Азербайджаном и Турцией. Даже где-то лет 10-15 назад был выдвинут лозунг «Один народ, два государства». Вот даже такие были моменты. И Турция точно не будет молчать. Турция является членом НАТО, так что это спровоцирует определенные риски. Так что я думаю, что вопрос с Азербайджаном будет решаться по-любому. Не сейчас, но спустя некоторое время все-таки вопрос решится. Да, есть силы, которые хотят спровоцировать углубление конфликта, потому что считают, что конфликт с Азербайджаном может привести в действие определенные процессы в Туранском мире и на Северном Кавказе. Вот, так что, но я думаю, что все-таки это гипотеза, которая, как и в случае с там, предположениями, что санкции относительно России приведут к очень быстрому падению экономики России, не воплотились эта гипотеза. Также и эта гипотеза вряд ли имеет шансы на воплощение. Значит, выходит Мединский, говорит, что все договоренности по гуманитарным вопросам, которые во втором раунде Стамбула достигнуты, были, они выполнены. И сегодня на украинско-белорусской границе завершился обмен пленными 250 на 250. Ну и там говорит, что 7 тысяч тел бойцов ВСУ вернули в порядке, ну, перечисляет, я так понимаю, вот эту всю историю. То есть смотрите, как успешно. Смотрите, как хорошо все идет. Нет, это не идет все хорошо, потому что гуманитаристские, правильно их называть даже, акции, они, в принципе, они не решают главный вопрос приближения мира. Слушайте, ну какая-то, если честно, вырисовывается пока что какая-то, ну какой-то Минск, да, какое-то обличие Минска, потому что Мединский заявляет, что Россия предлагает Украине сформировать 3 рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина заявила, что рассмотрит подобное предложение. Да? Но это еще не совсем Минск. Минск – это уже конкретные предложения, конкретные направления и так далее. А в данной ситуации вопрос, например, остановки огня или же там замораживания конфликта – это вопрос, который относится не столько к политическим, сколько к военным вопросам. Да, политическая воля, но после этого военные начинают говорить относительно того, как происходит там, отвод войск, на какое расстояние, отвод техники и прочее. Политические вопросы – это вот как раз вопросы, которые касаются контуров мирного соглашения и самой встречи, о чем говорить, если встретятся лидеры двух государств.
Вот, а гуманитарные или гуманитаристские акции – это именно обмен телами, обмен телами военнослужащих, обмен пленными и прочее. Судьба депортированных и прочее. Фраза Мединского, конечно, для нас важна каждая жизнь. Звучит красиво, но на что-то намекает, судя по Да. всему. Я говорю, БЛМ. Да, значит, ну, еще раз предложили украинской стороне, россияне, вот эти короткие перемирия, да, которые, ну, для того, чтобы собрать погибших на поле боя. То есть мы понимаем, что короткие перемирия это не режим прекращения огня, то есть режима прекращения огня не будет. Ну, для этого и сказали о том, что создайте группы, рабочие группы. Вот. Да, сегодня этот вопрос не решили. И 1200 человек, ну, как бы, ну, в общем, 1200 человек планируют плюс обменять, что является несомненным позитивом, ну, потому что родные ждут своих домой, причем по одну и по другую сторону. 1200 человек еще, это вот то, что, ну, вот то, что Мединский, да, высказался по этому поводу. И еще 3000 тел украинских военнослужащих готовы передать россияне украинской стороне. Ну вот как бы вот такие итоги встречи Стамбула. Давайте, чтобы завершить наш сегодняшний эфир, подведем какую-то черту. Что вот из того, что пока понятно, да, вы считаете самым важным, что ли? Нет, самое важное в данной ситуации, самое важное не было озвучено. Самое важное осталось за скобками, самое важное осталось за кадром. Самое важное – это о чем говорили Мединский и Умеров. Не на каком языке, а именно о чем они говорили так долго. Я уверен, что там было сказано нечто важное. Вот. Нечто важное для обеих сторон. А все остальное – это уже технические вопросы. Вопросы, которые, в принципе, ну, понятное дело, не ради обмена телами и пленными встречались две делегации. Да, видите, как смеркается уже за спиной Константина Петровича. Я очень благодарю за этот подробный, интересный и такой, знаете, живой, потому что это все на фоне Стамбула, за этот эфир. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях, берегите себя и друг друга. Дальше будет еще интереснее и внутри, и снаружи. Добра и света. Увидимся.